Глава 158. Селянь прошептал, что не говори, а совершить похищение прямо за нашими спинами, не произведя ни малейшего шума, невозможно. Пусть даже Селянь не доверился бы своим ощущениям, он доверял Хуачену. К тому же, сказать по правде, принц был полностью уверен в своей интуиции касаемо опасности. Хуачен ответил: «Вернемся обратно. Посмотрим». Плечом к плечу они направились туда, откуда пришли. Спустя несколько поворотов тоннеля их шаги застыли. Дело вовсе не в том, что они сами решили остановиться. Им пришлось это сделать, ведь впереди не оказалось дороги. Тоннель, по которому они шли, всячески извивался, но был лишь один. Теперь же, не дойдя до начала пути, они уткнулись в ледяную каменную стену, возникшую из ниоткуда, оба нисколько не изменились в лице. «Это иллюзия или стена настоящая?» — спросил Селянь. К неровной стене неторопливо подлетела серебристая бабочка, ткнулась в препятствие, но тут же отлетела обратно без каких-либо странностей. Хуачен заключил: «Настоящее». Селянь кивнул. Что ж, это усложняет задачу. Ситуации, когда демоны идут на уловки, чтобы жертва заплутала, нередки. Существует два способа это сделать. Первый — создать иллюзию. Иными словами, вы решите, что перед вами стена, однако на самом деле ее там нет, всего лишь иллюзия, которую довольно легко преодолеть. Нужно только дотронуться до стены, либо сперва отвесить самому себе пощечину или облиться холодной водой, а затем дотрагиваться, когда сознание прояснится. Второй — внести путаницу в ваши воспоминания касаемо дороги, смутить восприятие направления или другие ощущения. Это сработает немного действеннее. К примеру, остановившись на развилке, вы можете решить, что выбрали левую тропу, тогда как на самом деле в замутненном сознании пошли по правой. Также в ход идет так называемый трюк «черт водит кругами». Первоначально существует небольшая разница между шагом левой ногой и правой. Нечеловеческие создания путем затуманивания мозгов эту разницу увеличивают. Так, сами того не замечая, вы будете думать, что идете прямо, а на самом деле ваш путь превратится в большой круг, пройдя по которому, вы заметите: «Ой, как я оказался на том же месте», однако для Селяня и Хуачена оба способа были не более чем глупыми фокусами. А ледяная стена перед ними оказалась третьим видом, а она существовала на самом деле. Селянь размышлял, стоит ли пробиться через стену грубой силой и посмотреть, что там, за ней, когда услышал голос Хуачена: «ГГ, дай мне руку». Просьба показалась ему странной, но принц все же послушно протянул Хуачену ладонь, которую тот аккуратно взял, положил на свою и накрыл другой рукой, потом как будто что-то повязал. Селянь на миг задержал дыхание, поднес руку к глазам и с интересом спросил: «Это?» На среднем пальце левой руки появилась тонкая-тонкая красная нить, которую Хуачен повязал ему сам. Эта нить непрерывно тянулась к руке Хуачена и соединялась с точно такой же на его пальце. Хуачен поднял руку, демонстрируя маленький красный бантик, в точности как у принца, и улыбнулся. «Теперь мы связаны». От этой фразы Селянь ощутил, как лицо слегка обдало жаром. Может быть, все дело в обострившейся чувствительности. Но принц поспешил с усилием протереть лицо ладонями, словно испугался, что Хуачен почувствует его сердцебиение, которое сделалось во много раз быстрее обыкновенного. Он тоже улыбнулся в ответ. Это какая-то магия, ага. Лицо Хуачена сделалось чуть более серьезным, он опустил руку. Во избежание неожиданностей, пускай мы и не разлучимся по своей воле. Эта нить не порвется, ее длина бесконечна. И покуда она не оборвалась, мы будем знать, что с тем, кто на другом конце, ничего не случилось. По ней всегда можно добраться до того, кто с тобой связан, если только он не исчез. Исчез означает мертв. Иными словами, испарился как дым, растворился как облако. Селянь хотел было что-то сказать, но тут до них издалека донеслась глухая дрожь. Принц внимательно прислушался и предположил: кто-то наносит удары по камню, судя по силе и частоте ударов, кто-то с кулаками пробивался сквозь гору. Такая мощь недоступна обычному человеку, наверняка это бог войны.
Неужели генерал Пэй Хуачен заключил, удары раздаются спереди? Спереди означало, конечно же, направление, в котором они направлялись ранее, но повернули назад из-за исчезновения Пэймина и остальных. Но ведь отряд пропал позади них, как они могли оказаться впереди? И если это не Пэймин, то кто же? Они приглянулись и направились вперед плечом к плечу, чтобы узнать, что же на самом деле происходит. Но стоило пройти немного, и звуки ударов стихли. Неизвестно, специально ли, или же тот, кто их наносил, обессилел. Но раз уж они уже направились туда, не останавливаться же на полпути. Так что Селянь и Хуачен продолжили идти к источнику звука. Несколько серебристых бабочек танцевали в глубоком сумраке темного тоннеля, освещая им путь. Как вдруг Селянь краем глаза заметил на стене кое-что странное. Что это? Тоже красная нить, издали не представлялось возможным узнать, что увидел принц, но это странным образом напомнило ему красную нить, только намного более толстую. К тому же оно непрерывно извивалось, подобно длинному красному червяку. Селянь медленно подошел к стене и пригляделся. Это же скорпионовая змея Баньюэ, так и есть, из стены торчала половина пурпурно-красной скорпионовой змеи, которая пыталась высвободиться. Казалось, что ее другая половина погребена в камне. Она заползла в дыру и не может выбраться, предположил Селянь. Хуачен ответил: боюсь, что нет. Ведь змея практически повисла в воздухе, а по стенам эти создания ползать не умеют. Как она могла оказаться так высоко? К тому же дыр в каменной стене хватало, и если ей непременно нужно было пролезть в одну из них, для чего выбирать такую маленькую? Да и сама дыра вызывала вопросы, она плотно обхватила змею, тем самым не давая ей сдвинуться с места. Селянь хотел было схватить змею и потянуть, но та сразу насторожилась и принялась неистово размахивать скорпионьим хвостом, жаля налево и направо, чуть не задела принца. Поэтому Хуачен небрежно, по крайней мере так казалось, ударил по ее хвосту, отчего змея испуганно замерла, не смея пошевелиться. Селянь, не зная, как на это реагировать, открыл рот, чтобы заговорить, но тут же закрыл, потом спросил совершенно о другом. «Ты это слышал?» Хуачен отозвался: «Слышал». Они одновременно подняли взгляды наверх. В темноте раздавалось тихое дыхание. Весьма ровное и весьма мерное. Две призрачные бабочки, заигрывая друг с другом, полетели на звук, выше и выше, сияя ярче и ярче. Постепенно свет озарил пару рук. Человеческих рук. Мужских рук. Тыльные стороны ладоней покрывала кровь и ссадины, руки свесились вниз, словно у мертвеца. Далее сияние бабочек озарило растрепанную голову, которая также висела неподвижно, будто мертвая. А вот нижней части тела не было. Да, у висящего высоко на стене человека не имелось нижней части тела. Только верхняя будто бы росла прямо из стены, ранее Селяню приходилось видеть нечто подобное в резиденциях знати. Если на охоте удавалось изловить редкого зверя, добыче отрубали голову, обрабатывали отваром против гниения и вешали на стену всем на обозрение. Картина перед глазами заставила принца невольно вспомнить вывешенные на стене в ряд головы тигров, оленей, волков и других животных. Но этот человек, очевидно, дышал, а значит, все еще был жив. Селянь подошел ближе и спросил, что это такое. Истинная сущность горного чудища, однако в ответ принц не услышал ни звука. Селянь ощутил, как по голове прошелся мороз, резко обернулся и не увидел Хуачена, Саньлан, разумеется, никто ему не ответил. Только висящий в стене человек что-то невнятно пробормотал, будто разговаривал во сне. Но сейчас Селяню было совершенно не до него, он покрутился вокруг себя и вдруг вспомнил о красной нити, которую Хуачен повязал ему. Принц обрадованно вскинул ладонь и в самом деле увидел, что нить на месте не оборвалась. Это немного его успокоило. Взявшись за нить, он потянул и пошел по ней, пока не дошел до конца, который уходил прямо в каменную стену. Не веря своим глазам, Селянь 2 раза дернул и вытянул из камня еще более длинную непрерывную нить. Это заставило принца заподозрить, не замурован ли Хуачен прямо в стене.
Едва подобная мысль закралась в голову, он без лишних слов схватил Фансинь и вознамерился разбить стену. Однако, к его вящему удивлению, острие меча даже не коснулось камня, перед глазами потемнело, стена будто бы разинула огромную пасть, и проглотила принца живьем, темнота перед глазами не исчезла во мгновение а превратилась в кромешную тьму, когда стена поглотила селяня. Со всех сторон давил каменный песок и глина, не давая вдохнуть. К тому же эта земляная масса вокруг непрерывно двигалась, заставляя почувствовать себя в желудке огромного чудовища, которое, помимо принца, проглотило еще много всякой всячины и сейчас переваривало, перемешивая и переворачивая вверх дном. Также могло показаться, что принц попал в зыбучие пески, где ни за что зацепиться, чтобы выбраться, а чем больше прикладываешь сил, тем глубже затягивает. Селянь хотел было пробить стену, но вспомнил, что Хуачен может быть где-то поблизости, поэтому вместо попыток вырваться принялся продвигаться вглубь. Принц широкими взмахами рук пробивался сквозь песок и глину, при этом тянул за красную нить, с трудом перемещаясь в указанном ею направлении. Внезапно спереди протянулась рука, которая безошибочно схватила принца за запястье. «Кто?» — воскликнул Селянь. Но стоило ему открыть рот, как принц наелся грязи, которую оказалось не так просто выплюнуть. Рука тем временем потянула на себя, прижав Селяня к груди, сверху послышался знакомый голос «ГГ». Это я, услышав его, Селянь мгновенно расслабился и с силой обнял Хуачена. С его губ сорвалось: «Как хорошо, нить не оборвалась, и я правда тебя нашел, Хуачен», тоже прижимая принца сильнее, уверенно ответил: «Не оборвалась. И я тебя нашел». Выходит, они повстречались с одной и той же странной ситуацией. Селянь изучал висящего в стене человека, Хуачен настороженно разглядывал обстановку вокруг, опасаясь тварей, которые могли прятаться в темноте. Но кто бы мог подумать, что хватит и мгновения, чтобы стоявший рядом Селянь исчез. Да еще откуда ни возьмись выросла каменная стена. Хуачен, держась за красную нить, отправился на поиски и обнаружил, что другой конец уходит в стену, поэтому, не раздумывая, пошел сквозь нее. В действительности между ними всего лишь выросла каменная стена, но оба решили, что другой остался внутри каменной толщи, поэтому, не сговариваясь, направились на выручку. Селянь в неизвестно какой по счету раз про себя повторил, что Хуачен и впрямь заранее все продумал, а вслух сказал: «Как хорошо, что ты соединил нас этой нитью. Иначе неизвестно, смогли бы мы друг друга отыскать». Теперь ясно, почему генерал Пэй и остальные исчезли столь внезапно. Выходит, это не кто-то напал на нас, а их проглотила гора. Верно, мы выбрали неудачный момент и сделали подкоп ровно внутрь горного чудища. Селянь невольно кашлянул. Да. Прямо сейчас они, несомненно, находились внутри одного из 3 горных чудищ по имени Старость, Болезнь и Смерть. Когда Иньюй спросил Селяня, не стоит ли начать продвигаться на поверхность, он выбрал место ровно под стоящей на месте горой. Селянь охотно согласился, и его уникальная, поразительная удачливость в очередной раз не обманула ожиданий. Напирающая отовсюду горная масса оставляла все меньше пространства, меньше воздуха, и Селянь всей душой ощутил, что здесь нельзя больше оставаться. «Как нам теперь выбраться?» — Хуачен ответил. Чудище не очень обрадовалось, когда кто-то прокопал ему внутренности, поэтому решило нас переварить, что принесло некоторые затруднения. Но ГГ не стоит волноваться, мы сможем высвободиться. Он в шутку добавил: наверное, погребенные в одной могиле испытывают примерно такие же ощущения. Селянь на миг застыл, услышав от него такое, уголки рта принца даже чуть приподнялись, но потом вновь опустились из-за одной догадки. Должно быть, тот человек снаружи тоже был проглочен горным чудищем. И грохот, который мы слышали, был его попытками выбраться из плена, он насыпал гору ударами кулаков. Так же, как и ту змею, его проглотило не до конца, а лишь наполовину. Поэтому он и выглядел столь плачевно. Хуачен заметил, но он пришел сюда не с нами. Селяню вдруг вспомнились растрепанные волосы. «Постой, я знаю, кто это. Боюсь, что это Цин Хуачен, кажется,
только призадумавшись, вспомнил. А кудрявая грива? Должно быть, он. Неизвестно, все ли с ним в порядке. Он потерял сознание. Когда я подошел, он уже не реагировал. Ничего страшного, просто уснул. Откуда ты знаешь, я оставил за стеной нескольких бабочек и только что отправил их взглянуть. Сейчас правым глазом я могу видеть, что происходит снаружи. Однако тут же Хуачен осекся, будто увидел что-то необычное. Селянь спросил, что-то случилось, тот не ответил, лишь опустил голову, мягко приподнял лицо принца за подбородок, их лбы соприкоснулись. Селянь в тот же миг широко раскрыл глаза, потом закрыл и вновь открыл. Это поистине непостижимое чудо. Теперь его правый глаз тоже видел другую картину, нежели чем левый. Кругом было темно, но все же примерные очертания вполне различались. Казалось, маленькая наблюдательница-бабочка спряталась в зарослях травы, а где-то под ней медленно приближалась чья-то темная фигура. Селянь прошептал: «Кто-то явился, вот только кто». «Где спряталась твоя бабочка?» Ее не увидят в его волосах. Скрыв сияние, она останется незамеченной. Фигура, наконец, приблизилась на достаточное расстояние, человек поднял голову, показывая бледное лицо. «Селянь, Инь-Юй».